Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и все те, кто случайно заглянул на канал Таро Испирационе. Исполнится ли ваше желание? Давайте вот такую тему с вами рассмотрим. И я тоже вместе с вами сделаем такое онлайн-гадание. Мы все хотим осуществить что-то такое задуманное, может быть, то, о чем мы всегда мечтали, или то, что для нас очень важно. И вот мы сделаем видео, это будут 3 варианта. Вы можете выбрать один, можете загадать разные желания. Конечно, прислушайтесь к своей интуиции, где-то не торопитесь. Я сделаю паузу, и если будет недостаточно, вы поставьте на паузу дополнительную видео, чтобы прочувствовать, где же ваша карта. Загадайте разумные сроки, и тогда, я думаю, подсказки какие-то будут. И мы спросим знаки судьбы. Это как исполнить наше желание. Если, допустим, карта сразу не покажет, что да или нет. Если же однозначный вариант, то тогда лучше всегда враг хорошего, поэтому мы не будем дополнительно доставать карты. Ну а если сразу нам какие-то варианты будут предложены, хорошо, тогда мы раскроем этот вопрос. Итак, исполнится ли ваше желание? Таро расклад, онлайн-гадание, мои дорогие, знаки судьбы. Пусть нам судьба даст знаки. Пусть карты дадут подсказки. Исполнится ли наше желание? Ну что, готовы? Достаю 3 карты. Итак, первая карта. Первое желание. Второе желание. И третья карта. Что нам расскажут? Я немного жду. Но для тех, кому времени недостаточно, берите дополнительную паузу. Первое желание, которое вы загадали, мои дорогие, что? Паж кубков, конечно, о приятных эмоциях, о радости, о том, что мы занимаемся чем-то или отношения продолжаются в хорошем ключе. Сама по себе позитивная карта, когда нам не говорят, что нет, твое желание не сбудется, но оно нам не говорит, что и сбудется, увы, пока тоже. И тогда давайте достанем дополнительные карты, каковы же эти знаки судьбы. Что, в принципе, это может означать или какие действия нам нужно приложить к тому, чтобы это было осуществимо. Или какие подсказки, с чем это. Давайте мы сделаем так. Первый вопрос. Спонтанно, который у меня пришел на ум. Что от нас, какие действия потребуются, с чем связано исполнение желаний для нас. Итак, первый вопрос, чтобы наши Ага, а вот тут вот так. Вы знаете, не получится что-то осуществить быстро. То, что вы загадали, оно всегда по этой карте есть определенные обстоятельства, которые сильнее вас. Вы не на все можете влиять, мои дорогие. И, видимо, ваше желание, оно сопряжено либо с позициями внешней обстановки или ваших внешних обстоятельств. Или вам нужно подождать каких-то документов. Или постепенное какое-то ваше преувеличение или какой-то ваш постепенный прогресс, ваши действия, мои дорогие, они тогда приведут к исполнению желаний. Но здесь не будет что-то быстро. С другой стороны, все-таки у нас о приятных эмоциях говорит карта пажа кубков, и поэтому то, чем вы занимаетесь, вам должно нравиться. Или если это отношения, это не должны быть те отношения, которые, знаете, потому что принято в обществе, или потому что так правильно, или потому что я хочу настоять на своем. Нет, все-таки тут должна быть какая-то искренность, вдохновение, или буквально сам процесс вам должен приносить радость, мои дорогие. Давайте еще знаки судьбы. Чтобы исполнилось наше желание. Ух ты, а у кого-то, правда, конкретный человек, король мечей выпадает. И кто меня смотрит на личную жизнь? Может быть, это человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент, или, мои дорогие, он там по луне. Человек не всегда даже знает свой асцендент или по луне, для этого нужно знать точное время рождения. Так вот, если эта история связана как-то с человеком,
то, может быть, человек должен какие-то оформления совершить или с чем-то определиться. Для кого-то из вас, мои дорогие, это будет связано со сменой статуса. Вы для этого должны изменить свой статус, изменить свой собственный подход, отношение к своим планам или к тому, что вы хотите осуществить. Для кого-то из вас этот план должен быть согласован буквально юридически, оформлен документально, и вам потребуется помощь специалиста. Помощь специалиста имеется в виду юрист, адвокат, или вы хотите реструктурировать свое жилье, и какая-то сложность может быть, и тогда тоже специалист. Люди, работающие с металлом, идут по этой карте. Как я уже сказала, юристы, адвокаты или вопрос вашего здоровья. Я, в принципе, на канале никогда вопросы здоровья не рассматриваю, потому что, когда что-то беспокоит, это повод идти к врачам. Но в данном случае это как раз по этой карте проходят врачи. Может быть, обследование или... Ну, дентисты, когда нужно обратиться тоже к специалисту и решить какой-то вопрос. Вот он решится с помощью кого-то, чего-то или с помощью каких-либо согласований одновременно, когда вам придется пройти определенный путь где-то и ожидая спокойно, то есть быстро не получится, с другой стороны придется приложить усилия и, скорее всего, в несколько ином ключе. Возможно, вам придется ожидать буквально, пока чиновник подпишет какой-то документ, знаки судьбы, чтобы исполнилось первое желание. А придется вам где-то быть и вашим, и нашим. Вам придется какой-то период, если это касается работы, знаете, может быть, на двух работах даже работать или двигаться в двух направлениях. По этой карте вы должны реорганизовать как-то свое время, быть легкими на подъем, рассматривать новые варианты сотрудничества, новые варианты собственного вдохновения, кстати, тоже. То, чем вы не занимались, вот здесь как раз этим стоит заняться. Или вы раньше говорили: нет, этого не может быть, и это для меня не подходит. Так вот, то, что вы отрицаете, вполне вероятно для вас подойдет. Тут какой-то альтернативный вариант решения вашего вопроса совершенно другой, нежели вы сейчас можете представлять. Поэтому будьте открыты миру. По этой карте мы учимся. И в последующем вот обучение, как может быть изучение новых языков или изучение, углубление, может быть, вы загадали, что вы хотите освоить новую профессию. И тогда, правда, придется буквально сесть за книгу или за компьютер, кто знает, в разные варианты теперь, и углубиться в какую-то тему, чтобы изучить ее досконально. И тогда это для вас откроет новые перспективы и новые способы заработка. Кстати, кто смотрит на деньги, это тоже имеет смысл. Вот такие знаки судьбы. И мы еще достанем одну карту знаки судьбы. И вы знаете, посмотрите, 4 мечей, привести мысли в порядок. Правда, тут что-то придется сделать совершенно по-другому, с каким-то альтернативным вариантом. Но еще одновременно не упорствовать, мои дорогие, приводить буквально мысли в порядок, ни с кем не спорить. Почему-то ваше желание будет еще взаимосвязано с людьми, и когда вы не увеличиваете дистанцию конфликта, это первое. И второе, знаки судьбы. Когда вы отдохнувшие, мои дорогие, усталость вам может конкретно помешать. Избавиться от ментального мусора и отдохнуть конкретно предлагает карта. Вот такие знаки судьбы. Уставшие люди делают ошибки. И если вы в каком-то одном фарватере движетесь и педалируете ситуацию до бесконечности, а выход совершенно в другой стороне, то тогда получается, что нам мешают какие-то предустановки, шаблоны, какой-то табу для того, чтобы получить то, что мы хотим. Давайте мы зададим такой вопрос. Каково событие, которое как прелюдия исполнения желаний? Что это будет? Как прелюдия. Пусть нам знак расскажут. У кого-то прежние отношения, вот конкретно. Вы ждете, что что-то прояснится, или вы оформляете документы, вы хотите переехать, вы хотите съехаться, или вы хотите, стать семьей, а у вас сейчас дружба. И знаете, у вас здесь все получится. Но правда, для этого нужно время. По этой 6 кубков больше вдохновения, вот как прелюдия, или человек какой-то может появиться конкретно в вашей жизни, который вам будет помогать. Возможно, он есть уже сейчас, но тогда вот эти знаки судьбы могут говорить, этот человек еще какие-то вопросы должен решить. Вот таким выпал у нас первый вариант. Нам не сказали конкретный срок. Хотя давайте я спрошу, какой же этот срок?
Вот интересно, правда, ваше желание сбудется в свое время. Карта Верховного Жреца. Здесь всему свое время. Это карта высших сил, это карта традиций. Это, кстати, карта согласований в высоких инстанциях, у кого есть документы. Этот вопрос вы действительно не можете ускорить. Ожидать чего-то придется. Где-то, если будет пауза, не тормошите себя. Не говорите, что нет, у меня это не получится. Смотрите на ситуацию мудро. Понимаете, что вы не всесильны, вы не можете некоторые процессы ускорить. И по иерофанту тут приходит все в свое время, и в свое время будет подписан документ. Мои дорогие, кто смотрит и загадал первый вариант, он вам как будто по судьбе. Часто бывает в этом старшем аркане такое значение. Мы не можем как будто с этой дистанцией даже сойти. Но те дороги или дорожки, тропинки, которые нам придется прошагать, нам прошагать придется. Мы эту траекторию не изменяем. Но желание ваше сбудется. Вот таким был ваш первый вариант или первый вопрос. Ага, а вы видите как? А я закрыла. А на дне-то колоды шестерка жезлов, мои дорогие. А это победа. Победа будет. Желание исполнится. Это уже дополнительно. И причем у кого-то могло быть, посмотрите, как здорово, хотите заработать деньги, то это как новые начинания, увидеть действительно какой-то альтернативный вариант возможности заработка, или это по работе, вашего благополучия. Может быть, придется изучить что-то из новых технологий, IT-технологий или искусственного интеллекта, кто знает, ведь все-таки туз Пентаклей это пока один туз, единица начала. У кого-то это новый этап жизненной и новая любовь, или новый этап отношений, смена статуса, вот интересно. Но еще, видимо, есть те неопределенности, как какой-то тупик пока, который нам уже сказали, вы не можете ускорить. И, видимо, где-то, я всегда называю пятерку жезлов, знаете, как информационный хаос. Много разрозненной информации, среди нее есть и правда, но и фейки какие-то, или фальшивая какая-то информация тоже есть. И пока вот что-то организуется, встроенную канву, то действительно время, оно играет в пользу вас. Ладно, идем дальше. Давайте знаки судьбы. Исполнится ли ваше желание? Второй вариант, мои дорогие. Что же это будет? Давайте узнаем. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Хотите заработать денег – заработаете, но для этого придется учиться, изучать новые технологии или совершенствоваться в вашей профессии. По этой карте смена эпох жизненных или жизненных этапов. По тройке пентаклей это уверенная позиция, и когда мы прощаемся с прошлым и смотрим в будущее с большим оптимизмом, но готовы быть открыты миру, готовы быть где-то на подъеме в плане изучения новых наук, рассмотрению новых видов творчества, построению нашей карьеры, или когда мы используем для решения собственных честолюбивых планов какие-то тоже новые возможности. Вот интересно, наша жизнь, видимо, она настолько быстро меняется, что карта нам говорит, тебе придется для того, чтобы твое желание было осуществимо, буквально себя либо перестроить, либо что-то изучить. Да, нам не говорят, что не может быть осуществлено, ведь это карта прогресса, но она не предусматривает, что это происходит очень быстро. Итак, мы тоже зададим такой вопрос. Знаки судьбы, что для этого нужно? Для того, чтобы исполнилось наше желание. Что это? Знаки судьбы. А для этого вам придется куда-то отправиться, поехать. И если вы, кстати, спросили, смогу ли я переехать, да, вы сможете. Но по этой карте мы ищем выход, и мы его находим. Нам не говорит эта карта, что поиск этого выхода или решение какого-то вопроса. Вы должны решить какой-то вопрос, прежде чем получится осуществить ваше желание. Либо вы должны закрыть какой-то гештальт, мои дорогие. Здесь желание или решение, осуществление вашего задуманного желания будет конкретно зависеть от закрытия какой-то прежней ситуации. Вот пока вы ее не закроете,
Ну, у кого-то буквально кредиты нужно закрыть для того, чтобы быть свободным, да, и более с новым вдохновением приступить к новому проекту. А для кого-то закрыть кредиты, чтобы переместиться, предположим, в другую местность. Ну, вот подытожить какие-то вопросы. Или я хочу тоже переехать, все-таки у нас здесь карта ухода, но для этого мне сперва нужно продать жилье в той местности, где я нахожусь сейчас, или решить какой-то очень важный вопрос. Так вот, по этой карте, повторюсь, мы принимаем важное решение и двигаемся вперед. Но пока мы не отвернемся или не повернемся полностью к прошлому спиной, или не закроем все вопросы, темы, то, что нас немножко цепляет или заставляет оглядываться назад, или еще не решено, у нас не получится осуществить проект. И с другой-то стороны карта говорит, всем своим видом человек именно повернулся назад, в этом подсказка. Не строй свою жизнь по прежнему шаблону. Если ты сделаешь что-то, как прежде, то тогда желание не осуществится. Тут нужно действовать в новом ключе. Знаки судьбы. Давайте, второе желание. Мне интересно. Все, дальше карту не тяну. Карта Солнца, правда, осуществится. И все то, что я сказала, мои дорогие, карта Солнца как раз и говорит о том, что ваше желание, если соблюсти вот эти все моменты, параметры, когда поворачиваемся спиной к прошлому, завершаем какие-то дела, рабочие процессы, оформление документов, когда мы не ориентируемся на какую-то прошлую ситуацию, не используем шаблоны поведенческий какой-то момент, как мы, если это личной жизни, допустим, касается, значит, взаимоотношения тоже надо строить в другом ключе. Для кого-то по тройке пентаклей нужно выучить иностранный язык, как переехать в другую страну, предположим, или выучить иностранный язык в плане английского, больше усовершенствовать его, чтобы получить новую должность, если вы работаете в сфере IT, именно чтобы им полностью владеть в совершенстве, потому что там нужен очень высокий уровень. Нет ничего невозможного от ваших приложенных усилий и от вашей готовности. Будет зависеть ваше желание, но оно точно осуществимо. Причем второй пункт, если вы загадывали, мои дорогие, где-то вот сразу 3 желания, то я могу сказать с учетом карты Солнца, что здесь второе желание будет быстрее, чем первое. Ну, это так мне кажется. Правда, с чем-то разобраться. И, кстати, по королеве мечей с собой не рисковать. И храните молчание. Помните, удача и успех любят тишину. Поэтому загадали что-то и никому не рассказывайте, а сами себе на своей волне продумывайте свои действия. Итак, третья карта. Сбудется ли ваше желание? Что вы загадали, мои дорогие? Ну и я тоже, что загадала, мне так же любопытно, как и вам. И мы узнаем знаки судьбы. Итак, сбудется ли ваше желание? Ага, тут у кого-то может быть личная жизнь, любовь, конкретный человек. Может быть, конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воды. У нас выпадает король, неважно, мы не рассматриваем по полу карту. Так вот, если мы про гороскопы, то у нас рыба, рак, скорпион. Или человек, опять же, который имеет там асцендент или по луне. Я могу сказать, что ваше желание будет зависеть от взаимоотношений или... Точнее, сформулировать это будет так. От баланса двух сфер вашей жизни. Первая– это финансы, и вторая– это чувства. И не смешивать боб с горохом, мои дорогие. Не смешивать одно и другое. Быть рациональным в вопросах материализма, в вопросах конкретных, благоустройства, благополучия. Вот туда эмоции не добавлять. Но и излишний практицизм не должен присутствовать в ваших отношениях или в ваших чувствах. Для кого вопросы личной жизни и кто загадал, то вот это важно учесть. Потому что по королю Пентакли у него энергетика такова, что он умеет правильно разграничить эти энергии. Давайте узнаем. Карта не говорит нам сразу, опять же, знаки судьбы. Что это может быть, чтобы наше желание было осуществимо? Каковы знаки судьбы для осуществления, получения задуманного? А вы знаете, какой-то путь придется пройти в одиночку, исполнить свое намерение, поставленную цель. Это карта отшельника. И
желание осуществимо, но в одном случае, если вы надеетесь сами на себя от начала до конца, вам придется пройти, я не могу сказать, мои дорогие, увы, карта отшельника, это не совсем легкая карта. Это не значит, пусть даже вопросы личной жизни. Да, они могут быть решены, или если вы загадали, будем ли мы вместе, допустим, меня смотрят разные люди, тогда я могу сказать, понимаете, вам придется пройти какую-то сложную адаптацию к тому, что, с одной стороны, надеюсь я сам на себя, иду каким-то своим путем, и с другой-то стороны, чтобы быть вместе, нужно будет разработать новую совершенно концепцию отношений. С одной стороны, чтобы вам никто не мешал, я люблю эту карту за счет того, что, правда, никто не мешает. С другой стороны, это быть готовым к неожиданностям, понимаете? Я не могу сказать, что это легко сделать. Знаки судьбы таковы, это старший аркан нам всегда говорят. Вроде как и мы убыстрить что-то не можем, а с другой стороны могут быть вот такие превратности, нам отшельник показан, который идет своим путем, но загорается фонарь. Это прообраз интуиции, и он видит змею. Вам придется адаптироваться к какой-то ситуации, обстановке, и может быть вокруг, но не все будет гладко, мои дорогие. Давайте еще знаки судьбы, вот интересно. Но у вас все получится. Дальше карт не тяну. Второе, третье желание абсолютно осуществимо. Но вам придется быть магом и волшебником. И от начала до конца рассчитывать на самого себя. Эти две карты, знаете, что объединяет? Вот уж как есть. Даже если вы загадали личную жизнь, мои дорогие. Маг, к примеру, как и отшельник, это оба дервиша. Для них не важно какое-то материальное благополучие, как ни странно. А для короля кубков оно очень важно. Но для вот этих двух карт, это старшие арканы, важна именно цель. Вот насколько высоки ваши цели, чтобы объединить возвышенное и земное. Вам придется манипулировать, какую-то дорогу пройти, буквально в одиночку, когда, может быть, и будут превратности, и надеяться придется на самого себя. Вас это сделает намного сильнее, вас это закалит желание, вы сумеете это осуществить, потому что так или иначе вы придете к выводу, что мне нужно быть великим манипулятором. Мне придется много вопросов решать из-за кулис. Серым кардиналом быть придется, если вы хотите осуществить и получить желаемое. Но все в вашей власти. Если вы готовы пройти вот этот самый путь, как по отшельнику, то тогда как по магу нет ничего невозможного. И у нас на дне колоды тройка кубков, карта праздника, и тогда праздник абсолютно точно, третий вариант в вашей жизни будет. Ну вот такими были три варианта. Перекладывайте на свое желание, что вы хотите, мои дорогие, осуществить. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.